Новая страна вступила в войну. Иран объявил срочную эвакуацию. Обращение к мусульманскому народу. В чем суть? Баллистический удар Ирана по Киеву. Экстренный запрос Нетаньяху на переговоры с Зеленским. Трамп пошел в отказ. Переговоры и усилия посредников сорваны. Решение о затяжной войне. Наземная операция войск. Турция обвиняет Нетаньяху в геноциде. Американские военные зашли в Германию. Наступление, удары по бункерам и эвакуация раненых солдат. Причины масштабных маневров. Войска заблокированы. Заявление об отступлении. Путин вводит особый режим на территории РФ. Налет на Москву. Уничтожение центра разведки и гибель офицеров. Сербия заявляет о нападении НАТО на Белград. Удар для Казахстана и работа с немецкими избирателями под бокал пива. На что идут политики ради власти. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку, и я начинаю. Эвакуация раненых американских солдат, удары по бункерам и наступление. Настоящая военная драма разыгралась в Германии, однако пока в рамках военных учений. Американская армия тестирует беспилотные наземные машины, которые могут штурмовать позиции противника, доставлять боеприпасы и вывозить раненых прямо с поля боя. Роботы участвуют в атаке на учебные бункеры и даже таранных ударах с установленными минами. На испытаниях также показали платформу Темис и тяжелый робот Unix Abris DG, способные буксировать военную технику. Учения проходят в Германии на фоне новой войны на Ближнем Востоке и большого интереса армии к автономным боевым системам. В Пентагоне рассчитывают, что такие технологии в будущем смогут изменить логику боевых операций и снизить потери среди военных. Вы видели, как пехотное отделение продвигается вперед, чтобы атаковать вражеский бункер. Когда они столкнулись с этим бункером, они вступили в бой и начали ответный огонь, одновременно используя беспилотные наземные машины и их системы вооружения для атаки бункера, наряду с обычными возможностями, которые у нас есть. Двойные стандарты мирового сообщества. Зеленский обвинил союзников в мягкости и нерешительности по отношению к Путину. По его словам, одни режимы на Западе называют преступными и жестко наказывают, а к России применяется куда более осторожный подход. Такое заявление прозвучало в интервью французской прессе. В этом же интервью Зеленский высказался резко о Трампе, дав понять, что их отношения — чистая политика, а не дружба. На вопрос, считает ли он Трампа другом, он ответил коротко: «Я не могу так сказать». Зеленский добавил, что иногда создается впечатление, будто Трамп ждет от него отношения сына к отцу. Но сам Зеленский предположил, что он не самый любимый из всех сыновей Трампа. Говоря о Путине, Зеленский заявил, что Кремль уважает только силу, а джентльменство и законность — это слабости. Кроме того, Зеленский заявил, что финансовая помощь Запада Киеву — это не затягивание войны, а попытка остановить ее расширение. Если Россия не будет остановлена в Украине, следующей может стать уже война между Россией и НАТО, прозвучало в этом интервью. Я думаю, должен быть открытый взгляд на любой преступный режим, который заключает людей в тюрьмы, пытает их, разрушает свободы, нападает на другие страны, угрожает им, угрожает ядерным оружием и так далее. Все такие режимы должны быть поставлены на свое место. Иранский режим один из них, но мы не видим такого же отношения к российскому режиму. Прекращения огня и завершения войны пока не будет. США отвергли попытки посредников начать переговоры с Ираном. Иран также ставит свои условия. Никто за один стол переговоров не сядет, пока не прекратятся удары. О срыве режима прекращения огня, переговоров и мира пишет издание Рейтер. Посредниками выступили Оман и Египет, которые пытались запустить дипломатический диалог, но обе стороны фактически заблокировали эти усилия. Администрация Трампа дала понять, что сейчас не заинтересована в переговорах и намерена продолжать военную операцию. В Иране в ответ заявили, что также будут бить в ответ, пока США и Израиль не остановят авиаудары. Старший чиновник Белого дома подтвердил, что Трамп отверг эти усилия по началу переговоров и сосредоточен на продолжении войны для дальнейшего ослабления военных возможностей Тегерана. Он сейчас не заинтересован в этом, и мы будем продолжать миссию без перерыва. Может быть, когда-нибудь, но не сейчас, сказал чиновник. Стороны войны готовятся к затяжному конфликту, пишет издание. Трамп тем временем заявил о формировании международной коалиции для открытия Ормузского пролива и восстановления судоходства. США и союзники готовятся направить туда военные корабли. По словам Трампа, США готовы жестко бомбить побережье и уничтожать иранские катера, чтобы обеспечить безопасность пролива. Трамп также запросил помощь ряда стран. Он призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию присоединиться к операциям.
Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, которые пострадали от этого искусственного ограничения, направят свои корабли в этот район, чтобы Ормузский пролив больше не представлял угрозы со стороны государства, которое было полностью обезглавлено. Иран при этом заявляет, Ормузский пролив не заблокирован. Тегеран утверждает, что проход через него ограничен для судов США и Израиля. В то же время многие танкеры избегают маршрута из-за угроз безопасности и атак на суда. Это также признают в Иране. Процитирую. На самом деле Ормузский пролив открыт. Он закрыт только для танкеров и кораблей наших врагов и их союзников, которые атакуют нас. Другие свободно проходят. Конечно, многие предпочитают не проходить из соображений безопасности. Это не имеет отношения к нам. И одновременно многие танкеры и корабли проходят через пролив. Я могу сказать, что пролив не закрыт. Он закрыт только для американских и израильских судов, а не для других. При этом Аракчи заявил, новая страна уже точно вступила в войну. Иран обвинил Объединенные Арабские Эмираты в участии в боевых действиях против Ирана. Аракчи уверяет, что недавние удары по ключевому острову Харк были совершены с территории ОАЭ. А поэтому Тегеран выпустил срочное заявление. Будет нанесен ответный удар. Тегеран объявил о срочной эвакуации. Мы объявляем руководству Объединенных Арабских Эмиратов, что Исламская Республика Иран считает своим законным правом в защиту своего национального суверенитета и своей территории нанести удары по точкам запуска американских ракет в морских портах, на причалах и по военным укрытиям США, расположенным под прикрытием некоторых городов ОАЭ. Мы просим мусульманский народ Арабских Эмиратов и жителей населенных пунктов принять меры по эвакуации. Отмечу, что по-прежнему в мировой прессе обсуждается ситуация, связанная с атакой США по тому самому острову Харк, который считается главным центром нефтяного экспорта страны. На фоне заявления об отправке морской пехоты западная пресса пишет о том, что в ближайшее время все-таки может начаться ограниченная, но наземная операция США. Далее цитата из материала издания Axios. Этот удар был предупредительным выстрелом со стороны Трампа, призванным показать Ирану, что он должен прекратить попытки закрыть Ормузский пролив, которые уже серьезно нарушили мировой нефтяной рынок. В посте в True Social Трамп подчеркнул, что нефтяная инфраструктура острова на этот раз не была целью ударов, но предупредил, что она может стать целью, если Иран не прекратит атаки на суда в проливе. Иран объявил войну не только Арабским Эмиратам, но и Украине. Иран готов ударить по Киеву. Резкое обращение к Зеленскому сделали в комиссии по нацбезопасности Ирана. Оно звучит так. Предоставляя поддержку дронами израильскому режиму, провалившаяся Украина фактически вовлеклась в войну и в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана. Баллистический удар Ирана по Киеву или же всей Украине может стать реальностью. Часть профильных военных медиа за последние пару недель написали, что у Тегерана есть возможность дотянуться до украинской столицы баллистической ракетой с уменьшенной боевой частью Хорем-Шехр. Она способна преодолеть до 3000 километров, по оценкам иранских источников и Defense Express. Именно эта ракета чаще всего упоминается как способная достичь еще и Болгарии, Румынии, Молдовы, Греции, а также столиц Берлина и Рима. На угрозы Израиля уже отреагировала Украина. Там обвинения Тегерана назвали абсурдными. Представитель МИД привел пример, что заявление Ирана звучит так, будто серийный убийца оправдывает свои преступления, ссылаясь на уголовный кодекс. Далее цитата. Иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, непосредственно предоставляя государству-агрессору дроны и технологии для агрессии против Украины. В этом контексте абсурдно, когда представители этого режима угрожают Украине и еще и ссылаются на право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН. Экстренный запрос в Киев из Иерусалима. Нетаньяху запросил переговоры с Зеленским. Об этом пишет издание ЮНЕТ. Причина такая. Израильская просьба поступила на фоне большого опыта Украины в перехвате беспилотников иранского производства, а также в связи с намерением наладить израильско-украинское сотрудничество по этому вопросу. Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук подтвердил, что такая просьба была
передано, и отметил, что из-за плотного графика разговор пока не состоялся. По его словам, он надеется, что он состоится в начале недели. Стороны при этом продолжают наносить массированные удары. Иран бьет по объектам США и Израиля. Цахал при этом заявляет об ударе по центру разведки Ирана и ликвидации офицеров. По данным израильской армии, атакован объект разведуправления. В Израиле заявили, что погибшие военные были ключевыми фигурами иранской разведки и входили в ближайшее окружение руководства страны. Удар был нанесен по объекту разведывательного управления Центрального штаба Хатам аль-Анбия, также известного как Командование чрезвычайных ситуаций Вооруженных сил Ирана. По данным военных, в результате удара погибли Абдалла Джалили Насаб и Амир Шариат, два высокопоставленных офицера разведывательного управления Хатам аль-Анбия. Наземная операция неизбежна. Нетаньяху отдал приказ, и Израиль готовится к масштабной наземной операции в Ливане, которая может охватить всю территорию к югу от реки Литани и уничтожить военную инфраструктуру Хезболлы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильские и американские источники. Если план реализует, это станет самым крупным вторжением в Ливан со времен войны 2006 года и втянет страну в центр конфликта Израиля с Ираном. Издание пишет, Цахал может действовать так же, как в Газе, разрушая здания, которые Хезболла использует для хранения оружия и атак. Решение о расширении операции было принято после того, как Хезболла выпустила более 200 ракет по Израилю, говорится в материале. До этой атаки мы были готовы к прекращению огня. Теперь масштабная операция неизбежна, сказал чиновник. В пятницу Цахал объявил о направлении подкреплений к границе и мобилизации дополнительных резервов перед расширенной наземной операцией. Цель – захват территории, оттеснение сил Хезболлы к северу и вдали от границы, а также ликвидация ее военных позиций и складов оружия в населенных пунктах, сообщил чиновник. В Турции уже предупреждают, возможная наземная операция Нетаньяху в Ливане – это надвигающийся геноцид. При этом Анкара не поддастся на провокации, заявляют в турецком МИД. Израиль хочет втянуть Ливан в новую гуманитарную катастрофу и создать постоянную политическую нестабильность. Честно говоря, мы обеспокоены тем, что Нетаньяху под предлогом борьбы с Хезболлой может начать новый геноцид. Международное сообщество должно немедленно принять меры против преступлений, которые Израиль продолжает совершать. Удар для Казахстана. В Минэнергетике страны заявляют, атакованный в Черном море у берегов порта РФ Новороссийск греческий танкер «Маран Хомер» был пустой. Он действительно плыл за казахстанской нефтью, но в момент удара еще не был загружен сырьем. Напомню, по данным правительства Греции, танкер под греческим флагом был атакован 14 марта. Экипаж из 24 моряков, среди которых 10 греков, 13 филиппинцев и 1 румын, не пострадал. Сообщается, что в момент инцидента танкер находился за пределами российских территориальных вод и ожидал разрешения на заход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Корабль уже покинул Новороссийск, также пишут СМИ. Гиперзвуковые ракеты готовы к пуску в Сербии, заявляют об угрозе со стороны НАТО. По словам сербского президента Вучича, Белград активно готовится к возможной атаке со стороны Хорватии, Албании и Косово. Сербия готовится к нападению, заявил Вучич в интервью RTC, отметив, что Сербия внимательно отслеживает военное сотрудничество этого союза 3 стран. Вучич напомнил о трехсторонней оборонной декларации, подписанной год назад, которая объединяет вооруженные силы Хорватии, Албании и Косово, усиливая их оперативную совместимость и готовность к военным действиям. При этом сам Вучич заявил, у Сербии есть китайские гиперзвуковые ракеты и другие средства, чтобы отразить любую угрозу. Конечно, они ждут момента, который наступит в будущем, когда вспыхнет более крупный конфликт между европейцами и русскими, и когда возникнет еще больший конфликт на Ближнем Востоке. Войска окружены и заблокированы. Инициатива перехвачена. ВСУ заявляют об успешной контратаке в Запорожской области на Александровском направлении. В официальном заявлении украинского генштаба говорится об остановке продвижения ВС РФ даже и отступлении части российских войск с линии фронта. Цитирую. «Мы заблокировали врага, не даем ему подвести свои группы закрепления. Наши воины нанесли врагу такие потери, что несколько его штурмовых подразделений утратили наступательный потенциал. Сейчас их отводят для доукомплектования». В официальных заявлениях российского Минобороны об этих событиях не упоминается, однако там уверяют, войска России сорвали ротацию ВСУ сразу на нескольких направлениях. Говорится о Запорожской и Донецкой областях. Цитирую. Морпехи 61-й гвардейской бригады группировки
Политцентр накрыли район скопления живой силы противника на Добропольском направлении. Пакет реактивных снарядов лег точно, ротация формирований ВСУ сорвана. В Минобороны РФ также заявили о самой массированной и длительной атаке ВСУ. В течение субботы практически 3 сотни БПЛА атаковали регионы РФ. Полсотни из них летело на Москву. Путин вводит особый режим. Территория вокруг его резиденции фактически превратится в мертвую зону. Речь о президентском объекте Бочаров-Ручей в Сочи. Как сообщает издание агентства со ссылкой на соответствующий проект приказа, Федеральная служба охраны хочет установить вокруг резиденции огромную охранную зону площадью более 3 квадратных километров и на земле, и на море. На этой местности будут запрещены вертолетные площадки, ремонт машин и мотоциклов, свалки, баннеры, тиры, страйкбольные клубы и любые предметы, внешне похожие на оружие. Это не единственный удар по пространству свободы. Еще 5 охранных проектов коснутся 4 объектов в Сочи и 1 в Кисловодске, пишет издание. Ранее, с 2023 по 2025 годы, аналогичные зоны уже обнесли вокруг резиденции Путина в Новоогарево, на Валдае и в Калининградской области. Работа с немецкими избирателями в трактирах. В Германии ультраправая партия АДГ заранее готовится к парламентским выборам и запускает необычную политическую стратегию. Согласно внутрипартийному документу, содержание которого стало известно Bild, замглавы фракции АДГ Мюнценмайер предлагает открывать в неработающих сельских трактирах политцентры. Там будут разливать пиво, продавать братвурст, знаменитые немецкие колбаски, и одновременно вести политагитацию с явной целью привлечь новых избирателей и укорениться на местах. Бывшие бары, дискотеки и винодельни хотят превращать в многофункциональные точки. Днем прием граждан, вечером и по выходным беседы под пиво. До следующих выборов в Бундестаг партия хочет открыть в каждом избирательном округе хотя бы одну такую пивную точку. Друзья, на этом все. Хорошего дня. Спасибо вам большое за поддержку, за каждый ваш лайк, ваш комментарий и репост. До встречи уже завтра.